Всем привет! Сегодня у меня на обзоре новинка от компании OneMo. Это проводные наушники P50 Pentadriver, основная фишка которых заключается в том, что в их конструкции используется гибридная связка из 5 драйверов на каждый корпус. По всей видимости, производитель время от времени все же возвращается к своим истокам и выпускает вот такие проводные устройства. С перерывами в пару-тройку лет нечто подобное уже выходило и с 3 драйверами, и с 4, ну а в этом году их стало 5. Стоят наушники недешево, порядка $110, что по нынешнему курсу выходит около 11 тысяч российских рублей. Упаковка здесь под стать цене, довольно премиальная, хотя за такие деньги комплект можно было бы сделать и пошире. Внутри сходу нас встречает сама пара наушников с уже подключенным к ней кабелем из бескислородной меди, с коннекторами MMC-X на одном конце и мини-джек 3,5 мм L-образной формы для подключения к источнику на другом. Так как наушники позиционируются к использованию не только с портативными плеерами, внешними ЦАПами и усилителями, но и напрямую со смартфонами, то комплектацию заботливо оснастили переходником Type-C на мини-джек. Это на случай, если вдруг отдельного разъема для наушников у вас в телефоне нет. Помимо всего прочего, в коробке можно найти и внушительную партию сменных насадок разного размера, пенных и силиконовых. Лично я чисто пенное исполнение люблю не особо, но по ощущениям качество этих эмбушюр довольно хорошее, впрочем, как и у силиконовых. Для своих ушей я взял самые большие. Посадка с ними хорошая, плотная и, что немаловажно, довольно глубокая. Пассивная шумоизоляция обеспечивается отлично. И вот все бы ничего, но в этот раз на аксессуарах решили немного сэкономить, положив в комплект лишь обычный мягкий мешочек для хранения. В прошлом на 4-драйверной модели в коробке был плотный кожаный кейс, который прекрасно мог обеспечить сохранность наушников даже при жесткой транспортировке. Кому-то, быть может, это и не важно, но как по мне, при таком-то ценнике эта экономия совсем неуместна. Ну а на комплекте можно закончить. Теперь посмотрим, что там с наушниками. Сами по себе они очень компактные и легкие, даже не верится, что внутри смогли уместить по 5 драйверов. Основной корпус выполнен из металла, а часть со звуководом пластиковая. Сетки на соплах сделаны в виде металлических пластин с мелкой перфорацией, а на внешних торцах разместили декоративные элементы с логотипом компании. Как я уже успел отметить, провод присоединяется посредством MMC-X коннекторов. Соединение тугое и надежное. Благодаря такому подходу наушники могут вращаться в местах крепления, делая удобным сам процесс их надевания. В силу того, что наушники позиционируются для использования со смартфоном, на комплектный провод заботливо установлен кнопочный блок управления со встроенным микрофоном. Оболочка кабеля имеет полупрозрачный коричневый окрас. Все собрано качественно и эстетически смотрится очень компактно и гармонично. С помощью данного пульта можно управлять медиаплеером смартфона, либо отвечать на входящий звонок. Микрофон работает как хороший проводной, но не без нюансов. Ну а теперь, друзья, небольшой тест работы микрофона, который встроен в провод данных наушников. Раз уж он здесь висит, почему бы его не тестировать? Я решил сделать автомобильный тест, который я, собственно, делаю всегда для TVS наушников. Ну и здесь искусственно сейчас я открою окна с двух сторон, и мы будем нагружать данный микрофончик, послушаем, как он в таких экстремальных условиях работает. Единственный момент, я, конечно, здесь могу вот так вот сделать, и меня, естественно, будет слышно лучше, но решение такое себе. То есть, если он у вас здесь висит за ухом, то голос не попадает в микрофон, сюда больше ветра, наверное, даже попадает. Не знаю, есть ли там какой-то шумодав или нет, но вот таким вот образом, как по рации, можно примерно поговорить. Прием, раз-два, раз-два, как слышно, 6.18, собственно, вот таким вот образом отрабатывает здесь микрофон, встроенный в данный провод. Ну, все оставляю на ваш суд, напишите в комментариях, как вам такое решение и, в принципе, пользуетесь ли вы микрофоном в проводных наушниках. В общем, как и так. Конструктивно, как я уже не раз отметил за время обзора, за звук здесь отвечает гибридная связка на 4 планарных излучателя плюс 1 динамический. Последний, как обычно, отвечает за низкочастотный диапазон, но остальные способствуют раскрытию среднего и высокочастотного. Признаюсь честно, визуально эти 4 планара выглядят так, как арматурные излучатели. По крайней мере, лично я в других внутриканалках видел совершенно иную конструкцию и расположение. Да и размеры планарных драйверов даже на сегодняшний день не такие уж и маленькие, а тут их целых 4. Но производитель повсеместно в промо-материалах пишет, что это не арматура, так что пускай будет как есть. В данной ситуации главное, чтобы был хороший эффект. И вот насчет последнего все не так однозначно, по крайней мере, как того ожидал именно я.
По описанию все очень даже круто, и Лука Биньярди поучаствовал в настройке, и сертификация Hi-Res имеется, однако звук из наушников имеет довольно интересное и необычное позиционирование в пространстве, и если говорить про стоковое звучание, то ему присущ более нейтральный и мониторный характер, то есть по частотному диапазону нам дают полную свободу для самостоятельной настройки, что в целом вроде бы и хорошо, но поначалу из коробки вау-эффекта не происходит. Разумеется, с выводами я торопиться не стал, поставил на прогрев. Пару дней подряд плеер в 50% громкости крутил мой плейлист по кругу до потери заряда, но затем я уже начал слушать, что в итоге получается, и крутить звуковые настройки. Для басовой составляющей предусмотрен свой отдельный динамик, оттого никакого сильного давления на остальные регистры при ручной эквализации здесь не наблюдается. Низкие частоты не басхедные, но при этом имеют хороший объем и достаточную глубину для восприятия любых жанров. Естественность звука — это скорее всего то, чего хотели добиться в настройке, и благодаря такой пятидрайверной связке это получилось сделать интересно. Безусловно, кому-то такой подход не понравится, особенно любителям темного басовитого звучания, но, к примеру, любителям инструментальной музыки наушники скорее всего зайдут. Здесь на первом месте поставили детальность, мелодичность и четкость, нежели драйвовые эмоции. Ту картину, что они выдают, сложно получить на однодрайверных решениях, оттого подобные гибридные связки и применяются для придания большего эффекта присутствия и ощущения вовлеченности в происходящее. В любом случае, любителям глубокого плотного баса я эти наушники советовать не могу. Эта история больше подходит для мелодичной и сложной музыки, там где важны микродетали и хорошая детализация в целом. Ценник на эту модель сейчас очень кусается, поэтому, чтобы не прогадать с выбором, желательно их где-то послушать. Я понимаю, что это сделать довольно сложно, но по возможности необходимо. Просто именно для этой модели, как по мне, есть очень четкая грань. Наушники либо очень порадуют своим звуком, либо сильно разочаруют. Так что если вы все же задумались над покупкой данной модели, то, как я и сказал, надо либо их послушать, либо посмотреть больше обзоров. Лично мне их звучание понравилось своей естественностью и мелодичностью на инструментально-вокальных композициях, а вот на электронике, которая все же преобладает больше в моем плейлисте, мне не хватило драйва и эмоций. Но повторюсь, это лишь мои предпочтения. Окончательный выбор вам предстоит сделать уже самостоятельно. Я же в свою очередь все, что хотел сегодня про эту модель рассказал. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до встречи в следующем моем обзоре. Пока-пока.